22 июня 1941 года. 2 часа ночи. В штабе командования Западного особого военного округа по телефону звучит распоряжение: полная боевая готовность. В 3 часа 15 минут над Белостоком раздается рев немецких самолетов. В результате воздушного нападения практически уничтожены 2 советские авиационные дивизии. Силы германских армий группы «Центр» окружают войска Западного фронта. В ближайшие 18 дней будут полностью разбиты 4 советские армии. Эти события навсегда войдут в историю как Белостокский котел. Одна из ключевых причин трагедии – отсутствие связи между войсковыми подразделениями. Вдоль западных границ Советского Союза были уничтожены телеграфные линии связи, телефонные линии связи, и некоторые радиостанции, и поэтому была дезорганизована связь в передовых войсках. Командование Красной Армии получило жестокий урок, и выводы следуют незамедлительно. Советское правительство поручает Воронежскому заводу «Электросигнал», который в мирное время выпускал только бытовые радиоприемники, наладить срочный выпуск батальонных и полковых радиостанций. У директора завода Константина Мещерякова позиция твердая: фронту надо, будем делать. Сейчас от этого зависят жизни людей, его собственная судьба и во многом будущее всей страны. Сентябрь 1941-го. Линия фронта всего в 100 километрах от Воронежа. На завод «Электросигнал» учащаются налеты немецкой авиации. Первый образец будущей батальонной радиостанции инженеры создают в буквальном смысле под бомбежками. Поставить ее производство на поток – вот основная задача для коллектива конструкторов и всего завода. Но в первых числах октября «Электросигнал» срочно готовится к эвакуации. Место назначения – Новосибирск. Мещерякова терзают вопросы: как весь этот огромный механизм перевести и запустить на новом месте? И главное, как не потерять драгоценное время? Если начать полный демонтаж оборудования, производство остановится и прекратятся поставки на фронт. Если не останавливать работу, то эвакуировать будет уже нечего. От завода останутся одни руины. Но вот решение наконец найдено. Завод может работать в 2 смены, круглосуточно. Одна смена продолжит собирать радиостанции, вторая начнет демонтаж и погрузку эшелонов для эвакуации в Новосибирск. Все это происходило, ни погрузочных механизмов не было, ничего. Одна машина была, люди все это делали на руках. Нужно было на эшелоны, и было всего 9. Погрузить оборудование, погрузить материалы, комплектующие, людей. Радиомастерская, да, это небольшая группа, ну, будем говорить, энтузиастов, которые делали те же радиостанции военные, вот из приемников, которые сдало население. И они ушли с территории завода, ну, буквально за день, когда его заняли немцы. Четкое оперативное планирование и жесткая дисциплина – это единственное, что обеспечит непрерывный цикл производства. Пока одни до последнего момента собирают радиостанции, другие готовят документацию и оборудование к погрузке. Эшелонов не хватает по всей стране, необходимо вывозить людей. Но в такое сложное время и проявляются качества руководителя. В результате в Новосибирск отправляются и специалисты, и конструкторские наработки, а также приемники и радиолампы. Этот груз позволит максимально быстро приступить к работе на новом месте. Nесмотря на непрерывную бомбежку и общую напряженную обстановку, в которой проходит эвакуация, с 13 октября по 29 декабря 1941 года директору «Электросигнала» удается отправить в Новосибирск 9 эшелонов с оборудованием и людьми. Но до места назначения доходит только 8.
По пути следования от эшелонов было отцеплено до 20 вагонов, из них 9 потерялись и до сих пор не найдены. Кроме этих вагонов, еще 4 с оборудованием и материалами, в основном из мобилизационного списка, были ошибочно высланы на комбинат номер 179, который последний разгрузил. Комбинат смонтировал из принадлежащих заводу номер 590 5 штук станков и до сих пор их не возвращает. А возвращаемый ими неправильно полученный материал не вывозится заводом. К счастью, самые необходимые производственные ресурсы до Новосибирска все-таки дошли. Теперь нужно наладить бесперебойное производство радиостанций для поставки на фронт, где связь осуществляется пока еще дедовским способом. Жуков говорит, что главное, на что нам нужно надеяться, это связь делегатская. Получил задачу и отправляй делегата верхом, то есть на лошади, да, на мотоцикле, на машине, а лучше всего на танке. У немцев была сильно развита радиоразведка. И пользовались они специальными пеленгационными машинами, на которых устанавливался пеленгатор. Эти пеленгаторы могли разъезжать по территории необходимой подконтрольной и засекать работающие наши радиостанции. Вот поэтому бойцы боялись выходить в эфир из-за того, что их засекут, а потом команда противника прочешет местность и их уничтожит. Уже в начале войны стало понятно, старые методы никуда не годятся. Без надежной связи командиры действуют почти наугад, подставляясь под удары противника. Но не каждый из военачальников осознавал, что игнорировать вопрос об организации связи больше нельзя. В апреле 1940 года приводились примеры о том, что войска, там, дивизия какая-то на марше оставила все находящиеся в ее составе радиопередатчики. Они были на двуколках, и их просто бросили на обочине дороги. Почему? Пользоваться не умели. Поэтому посчитали, что это мертвый груз, от них лучше избавиться. А самое надежное – это или делегатская связь, или вот кабельная обычная телефонная связь. Вот, собственно, на нее вся надежда. Летом 1941 года, после сокрушительного поражения в Белостокском котле, за которое были арестованы и расстреляны несколько генералов, включая начальника связи фронта, стало очевидно, нашей армии необходима надежная связь. Нужны радиоинженеры. В это время лучшего специалиста по радиосвязи Ефима Левитина призывают рядовым на фронт в действующую армию. Но в момент регистрации в военкомате Ленинграда посыльные вовремя успевают доставить распоряжение наркома обороны. Левитин тут же получает направление главным конструктором на Воронежский завод «Электросигнал», где и возглавит работы над будущей лучшей радиостанцией войны. Энтузиаст, который как бы начинал, наверное, с любительства, но потом этим занялся профессионально. Он был главным конструктором средств связи Советского Союза. Так. Первый эшелон из Воронежа в Новосибирск прибыл 27 октября 1941 года в обстановке строгой секретности. Новое наименование завода просто цифра, номер 590. А вот самого завода пока не было. Территория, отведенная для его строительства, оказалась не приспособленной для высокотехнологического производства. Площадка номер 1. Бывший ликероводочный завод. Здание не обеспечено отоплением, водопроводом, канализацией, электроэнергией и слаботочным хозяйством. Площадка номер 2. Здание базы аптекоуправления. Площадка номер 3. Бывший склад муки и отрубей мелькомбината. Не приспособлена для размещения производственных цехов. Площадка номер 4. Незаконченное строительство зданий мебельной фабрики. Площадка номер 5. Помещение бывшей артели «Красный деревец». Старое деревянное здание, бывшее в пожаре. Но выбирать не приходилось. Мещеряков принял решение освоить первые 4 площадки из списка. Рабочие завода впряглись в повозку по 15-20 человек и осторожно, чтобы не повредить, тащили станки и механизмы. Тут же устанавливали их на месте будущих цехов своего завода. Стены будут возведены потом.
Одновременно на новый завод пригласили работать местных жителей, в основном женщин и подростков, для которых радиолампа – настоящее чудо. Ее назначение новобранцам объяснить практически невозможно, поэтому обучение происходило без теории. Простое выполнение механических действий – сборка, укладка, монтаж, пайка. Смены длились по 13-15 часов, но вопрос с расселением рабочих, которые от усталости, холода и недоедания буквально валились с ног, все еще не был решен. В нетерпимом положении находятся заводы электропромышленности с жильем, которого им не было выделено. В настоящее время рабочие, инженерно-технические работники заводов живут в весьма тяжелых условиях, по 2 и 3 семьи в одной комнате. До настоящего времени значительное количество эвакуированных рабочих заводов НКЭП все еще проживают в землянках. Сибиряки видят бедственное положение эвакуированных и помогают, чем могут. Делятся валенками, одеждой, едой, жильем. Но всех проблем это не решает. Мещеряков понимает, не останавливая производство, нужно строить бараки. В ноябре 41-го враг продолжал наступать на всех стратегических направлениях и продвигался вглубь страны. Немцы уже подступили к Туле и со дня на день могли оказаться под Москвой. И хотя часть заводского оборудования еще не выгружена из эшелонов, Константин Мещеряков объявил завод работающим. 24 декабря, всего через 49 дней с момента постановления об эвакуации, на фронт отправилась первая продукция нового завода номер 590. А 29 декабря в Новосибирск пришел последний эшелон с оборудованием из Воронежа. Рабочим приходилось разгружать вагоны в 50-градусный мороз. Так завод и его труженики постепенно осваивали новое место. Первой продукцией завода в эвакуации стали радиоприемники УС. Инженеры под руководством Левитина взяли готовые компоненты, максимально упростили конструкцию гражданского радиоустройства, вогнали ее в металлический корпус и начали поставки для армии. УС только принимал информацию, обратной связи не было. Они в первую очередь ставили на бомбардировщики, потому что им, в принципе, для бомбардировщиков нет требований таких, чтобы они там маневры какие-то совершали, и обратная связь не так важна была. То есть на те подвижные или там летательные аппараты, которые не требовали так обратной связи. То есть на первых порах хотя бы эту нишу закрыли. Из армии приходили все новые требования об усовершенствовании средств связи. Инженеры скрупулезно разбирали донесения о недостатках существующих образцов и тут же брали на карандаш. Но по армейской основной сухопутной станции тут понятно, чтобы она была поменьше и полегче, потому что ее таскать тяжело. Вот. Это основная задача. Другая задача это была надежность этой радиостанции, чтобы она не ломалась, чтобы была неприхотлива, потому что война, она же не выбирает, в каких условиях воевать. Это дождь, мороз, слякоть, болото и так далее. То есть она не должна быть подвержена вот таким жестким условиям, и чтобы она не выходила из строя. Постоянно шла обратная связь, и вот эти требования пытались удовлетворить. В том, что завод «Электросигнал» сможет наладить выпуск высококлассных радиостанций, у советского правительства сомнений не было. Еще в довоенное время в Воронеже была выстроена технологическая цепь производства по самому передовому в мире циклу. Зарождалась радиотехническая промышленность. В Советском Союзе этой отрасли вообще в принципе не существовало. Для того, чтобы создать этот вид деятельности с нуля, то есть потребовалось бы очень большое количество лет, тем более не было школы ни инженерной, ни научной. В 30-е годы учились у самой передовой в производстве радиотехники страны США. Туда в свое время отправили делегацию во главе с будущим главным конструктором электросигнала Ефимом Левитиным. Были приобретены лицензии на изготовление компонентов, обыкновенных конденсаторов, сопротивлений для резисторов, которых у нас были они, но другого типа, бумажные, а нужно было современные пленочные делать, напыление. Были заключены контракты на организацию производства радиоламп
на базе американских разработок. Советские инженеры заключили договор с Radio Corporation of America, разработали для них техническое задание и сами контролировали создание образцов. На начальном этапе комплектующие радиоэлементы поступали с американских компаний, но лицензия была такова, что в дальнейшем, так сказать, локализация производства в Советском Союзе. Основной элемент радиоприемников – это, естественно, лампа. Это самый высокотехнологичный, так сказать, элемент этого радиооборудования. Лампы сначала поставлялись американской компанией, а в дальнейшем было налажено производство тоже лицензионное этих ламп. Это в Ленинграде. То есть родилась радиоэлектронная промышленность. Это вот начиналось с радиоламп. В 1941-м даже примитивные приемники УС, не способные решить главные проблемы связи, требовали сборки из таких элементов, какие завод не мог произвести самостоятельно. Постепенно создавалась кооперационная цепочка из предприятий, которые поставляли необходимые компоненты. Электровакуумные и радиолампы давал новосибирский завод номер 617, батареи 587 из Ленинск-Кузнецка. Деревянные части для радиостанций собирали с помощью мебельной фабрики у себя на электросигнале. Такая производственная цепь уже позволяла серьезно задуматься о серийном выпуске батальонной радиостанции. А пока, благодаря смежникам, завод начал выпуск авиационной бортовой радиостанции РСИ. В 1942 году, ближе к весне, наверное, это первые образцы, отдельные фрагменты выпускались. Тогда технологии не могли позволить выпускать радиостанции с более высокими частотами, поэтому выпускали радиостанции КВ-диапазона. КВ-диапазон – это нижняя, так сказать, часть КВ-диапазона, там диапазон в районе от 2 МГц до 6 МГц. Это имеет огромное преимущество в плане того, что эта техника очень проста в изготовлении, а с другой стороны, что можно использовать эти средства связи на большие расстояния. Радиостанция РСИ проста в производстве и обслуживании. Самое активное применение она находит в авиации. РСИ различных модификаций – это приемопередающая радиостанция. Вот. Она тоже КВ-диапазон, но, тем не менее, там дальности связи они определялись подъемом этих летательных аппаратов, поэтому связь между собой там в звене, она производилась, как бы тут здесь вопросов не было, но и связь с аэродромом. История батальонной радиостанции началась за несколько лет до войны. Тогда конструкторы Садовник и Обломов спроектировали радиостанцию РБ. Она была хороша, ее приняли на вооружение, провоевали с ней всю финскую кампанию, но производство выявило проблему. Радиостанция оказалась очень сложной. Упростить конструкцию, чтобы поставить выпуск на поток, инженеры московского завода имени Орджоникидзе не смогли. Разработку передали на электросигнал. Ею занялась группа во главе с Ефимом Левитиным. Теперь, в 1942-м, они максимально сократили количество ламп, уменьшили число переключателей и индикаторов на корпусе. Такая конструкция была готова к запуску на поточном производстве. В помощь радисту написали инструкцию, простую и максимально доходчивую. Пока совсем слабенькая, одноваттная РБМ, батальонная радиостанция двусторонней связи, но такая нужная. Через год, в 1943-м, ее мощность увеличат до 5 Вт и назовут знаменитой и легендарной. Я, кстати, могу точно сказать, что это, в общем-то, шедевр инженерной мысли в плане того, что с какими характеристиками и в каком конструктиве она была выполнена, эта радиостанция. Понятно, с высоты сегодняшнего времени мы смотрим, так сказать, станция очень громоздкая, тяжелая. К нему еще вот дополнительно аккумуляторы подсоединялись. Различные типы антенн использовались, потому что тогда радист должен тащить был не только радиостанцию, но, может быть, со своим помощником, там, блок аккумуляторов, антенны, то есть довольно-таки громоздкое изделие. Но эта станция была переносной, поэтому ее можно было использовать как на переднем фронте, вот, используя в обычных, так сказать, боевых действиях, так и в тылу.
Комплект радиостанции состоял из приема передатчика весом 13 килограммов, блока батарей весом 16 килограммов, которые размещались в отдельном батарейном ящике, и антенной укладки весом 3 килограмма. Есть несколько режимов здесь. Есть плавная перестройка частоты как приемника, так и передатчика. Здесь контурная система есть, которая настраивалась под антенну по максимальному излучению. Здесь можно было работать с выносным телефонным аппаратом. То есть я радиостанцию поставил на бруствер или там на возвышенность, а сам нахожусь в блиндаже или в окопе и работаю с телефонной трубкой. Так сказать. Я не нахожусь на переднем крае, и меня не подстрелят. Теперь директору завода Константину Мещерякову нужно наладить массовое производство, отправить на фронт десятки тысяч радиостанций РБМ. Основная проблема – комплектующие. Их много привезли с собой из Воронежа, но запас не безграничен. Помогает распоряжение первых дней войны об изъятии радиоприемников у населения. Эти аппараты становятся донорами для военных радиостанций. Очередная задача решена, но впереди ждут новые трудности. По причине отсутствия обуви, одежды и наличия плохих жилищно-бытовых условий среди молодых рабочих наблюдаются массовые случаи дезертирства и невыхода на работу. В докладной записке приводятся данные в цифрах. В октябре дезертиров 43, в декабре 36 человек. И это зона ответственности директора. Но как ему вернуть людей на завод? Доклад о прогульщиках и дезертирах не дает Мещерякову покоя. В нем кипит отчаяние. Выпуск РБМ срывается из-за того, что рабочим банально нечего надеть, чтобы выйти на смену. Можно пересажать всех дезертиров и прогульщиков, но это не решит проблему. Тем более, что директор не винит людей, попавших в тяжелые условия. Мещеряков договаривается с городскими депутатами об увеличении продовольственных норм для рабочих, выписывает премии передовикам производства, вводит для них бескарточные обеды, право первоочередного получения по продуктовым и промтоварным карточкам. Эти решения становятся очередным прорывом в жизни завода. Уже через несколько дней люди перестают бежать от станков. За успешное выполнение заказов фронта в 1942 году 70 рабочих получают денежные премии, а предприятие занимает второе место во всероссийском соцсоревновании. Вскоре Константина Мещерякова переведут на другую должность. Он станет заместителем наркома электропромышленности Советского Союза. Но он еще на год останется директором завода номер 590, ведь впереди запуск станции РБМ на поток. Самое удивительное инженерное решение новой модификации РБМ 43 года в том, что группа во главе с Ефимом Левитиным соединяет в одном аппарате возможность работать ключом, голосом, разматывать провода для телефонной связи и работать из-за укрытия. Этот вариант прост в управлении и эксплуатации. Был режим телеграфа, он позволял азбукой Морзе кодировать эту информацию, то есть обычной кодировочной таблицы, которая, так сказать, по определенному коду можно было передавать, а на принимающей стороне это все раскодировать. То есть такая возможность была. Но это как бы использование кодов Морзе. То есть информация идет в открытом режиме, но она закодирована. Вот. В телефонном режиме это обычная речь. Ну, цена вопроса, скажем, там, те же, так сказать, идет бой самолетов, там, то есть информация, она не требовала, чтобы ее надо было засекретить, потому что информация там в течение 1 минуты, она менялась там. Вот. В этих случаях как бы это не был вопрос актуален. Что касаемо глушить, чтобы, но это слишком распространенные радиостанции, чтобы на широком фронте можно было подавить их. Советским инженерам удается сделать компактную, легкую, недорогую радиостанцию, не подверженную командирской радиобоязни. Ведь в самом начале войны радиостанции часто оказывались брошенными на полях сражений. Они были тяжелыми, ими просто не умели пользоваться. Именно с появлением РБМ Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение: где бы ни был командующий фронтом или командир армии, личная радиостанция должна быть при нем.
Вместе с радистами обязательно находились офицер оперативного отдела и шифровальщик. Красная армия постепенно переходила на совершенно новые принципы управления войсками. Теперь они основаны на постоянном взаимодействии, чего так не хватало в первый год войны. Задача была непростая – обеспечить взаимодействие артиллеристов, авиации и общевойсковых соединений и частей. Например, во время артиллерийской подготовки радиосвязь разрешалась только артиллеристам. И запрещалась радиосвязь там, где была устойчивая проводная связь. Теперь Красная армия могла на равных воевать с немцами и в радиоэфире. В обиход вошли такие слова, как радиоразведка, радиоигра. Применяется дезинформация. Помехами нарушаются важнейшие радиопередачи. Артиллерией и авиацией поражаются пункты управления вражескими войсками, узлы их связи. При крупных операциях вводился режим радиомолчания, то есть все замирало, категорически было запрещено выходить кому-то в радиоэфир и так далее и тому подобное. То есть принимались уже меры к радиоразведке, контрразведка так называемая. Скажем, радиоподавление не сильно применялось, потому что очень неэффективно это было, а вот радиоразведка, она применялась. На конечном этапе войны были созданы целые подразделения по выявлению средств связи, их принадлежность, определение значимости и так далее. Вводились режимы радиоигры, то есть вводилась ложная информация. Это была уже работа разведки, контрразведки. В армии это режим радиомолчания. Успех РБМ обеспечил разработку и производство целого семейства радиостанций для всех видов и родов войск. Кроме РБМ, на фронт поступает танковый приемник РСИ-4Т или РПУ «Малютка» для радиостанций 9РМ и 9Р. Эти четырехканальные станции обеспечивали связь между стационарными и подвижными пунктами. Такие рации обычно состояли из приемника и передатчика, которые подключались к бортсети танка. Командиры подразделений транслировали свои приказы одновременно всем находящимся на частоте приемника. В свете того, что они работали, эти радиостанции, на самых передовых позициях, в период боевых действий, очень много этих радиостанций повреждалось по различным случаям. Инженеры прорабатывали вопрос, чтобы эта радиостанция была ремонтопригодна в полевых условиях. А так она, в принципе, с точки зрения ее разборки и сборки, она не сложная. На заводе стали формировать ремонтные бригады. Радиоспециалистов отправляли в командировки на фронт. Это называлось радиолетучкой. Теперь, чтобы отремонтировать РСИ-4Т, предназначенную для связи в танковых частях, группа из 3 человек в условиях строжайшей секретности, как правило, ночью, прибывала на передовую. Бригада чинила приемник прямо в танках. Мастера работали под артиллерийским и минометным огнем. А вот с РБМ им приходилось иметь дело крайне редко. Станция была очень надежной. Но во второй половине войны, да, танковые войска соединений получили уже отработанные радиостанции, качество которых повысилось. Радиостанции, которые позволяли осуществлять управление войсками в ходе боя. И, собственно, вот главные успехи наших танковых войск, начиная, конечно же, Сталинградской битвы, это первый пример, когда танки впервые себя так показали, как главной ударной силой. А затем уже 43-44 год, когда уже появилась связь, устойчивая, надежная, полноценная. Тем временем выпуск различных систем связи, в том числе РБМ, выходит на поток. На заводе номер 590 организовано стахановское движение. Растет количество многостаночников. Условия жизни людей улучшаются, строятся дома. Рабочие переселяются из землянок, налаживается быт. — 25 января 1943 года приходит еще одна добрая весть. Войска 60-й армии полностью освободили Воронеж и с боями двинулись на запад. Можно возвращаться домой. Однако не все так просто. Но вернуться назад – это в то время не желание каждого. Я хочу вернуться назад. Там завод, который должен выпускать продукцию. Они на своих местах, работники.
Производство в Новосибирске нельзя останавливать ни при каких обстоятельствах. Именно поэтому Мещеряков направляет в Воронеж всего несколько человек прояснить обстановку. Передовая группа приехала по старому адресу и не поверила своим глазам. Возвращаться просто некуда. Вместо завода одни руины. Да и в самом городе людей по пальцам можно пересчитать. Первая группа из Новосибирска вернулась в Воронеж во главе с Фурсовым Григорием Петровичем, который был назначен директором Воронежского электросигнала. Что увидели? Просто ни одного целого здания. Это второй Сталинград. Когда приехали на завод, картина была еще более ужасной. Не то, что ни одного целого здания, ни одной целой стены не было даже. Это была одна щебенка. Заводскому руководству надо думать не только о том, как оборудовать цеха, но и где и как размещать людей. У инженеров нет условий не только для сна и отдыха, но даже нету ложек. Женщины и подростки расчищают дорожки, кое-как в развалинах оборудуют жилые помещения. Территория завода была настолько в ужасном состоянии, потому что там шли бои. Там были окопы, блиндажи, не разорвавшиеся мины, снаряды. Это все приходилось сначала обезвредить, очистить. Нашли в полуподвале чудом уцелевшую одну комнатку с окошком. Вот в ней и разместили заводоуправление. Вот отсюда и началось третье рождение нашего электросигнала уже снова на Воронежской земле. В мае 1943 года в Воронеж прибывает первый эшелон из Новосибирска, а в июле, наконец, появляются строители. Рабочие электросигнала во всем им помогают. Восстанавливать мертвый завод начинают с главного корпуса. Здесь решают временно разместить все цеха и отделы. Стояла очень сложная задача. Практически на пустом месте возродить завод и, самое главное, организовать продукцию для фронта. Людей не было. Город, население, когда вошли немцы, были эвакуированы дальше на юг, на левый берег, в деревни. Люди стали постепенно возвращаться. Но опять-таки же куда? Куда? Все разбито, некуда. Но, тем не менее, люди возвращались, как-то обустраивались. Но не было специалистов, которые нужны для завода были. А большая часть специалистов, которые были эвакуированы в 1941-м, они так и остались в Новосибирске. Это же не по желанию «я хочу вернуться в Воронеж». Это была война. Они нужны были там, на действующем заводе. Но и специалисты нужны были и здесь, в Воронеже. К началу зимы коллектив Воронежского завода более 600 человек. А к концу зимы уже в 1944-м из Новосибирска приезжает эшелон с рабочими и станками. Люди и механизмы проделывают обратный путь. И снова на руках, на санях переносится оборудование, которое устанавливается в продуваемых всеми ветрами развалинах. С забитыми фанерой окнами и отоплением в виде бочки в центре цеха. Тем не менее, 31 июля 1944 года завод вступил в строй действующих предприятий страны. Основная продукция уже двух филиалов завода – знаменитая РБМ. И к огромной радости заводчан после многолетнего перерыва снова гражданская продукция – радиоприемник «Родина». О роли, которую сыграла радиосвязь на фронте, можно судить по поговорке боевых летчиков. Радио и пулемет в воздушном бою равны. За годы войны электросигнал обеспечил радиосвязью 112 тысяч самолетов, 41 тысячу танков и 36 тысяч стрелковых подразделений.
За весь период войны, начиная с 1942 года и заканчивая 1945 годом, всех модификаций радиостанций на этом предприятии, на электросигнале в городе Новосибирске, выпущено было порядка 168 тысяч. Что касаемо закрытия всех подвижных единиц, там, бронетехники, автомобилей и летательных аппаратов, то все эти изделия были укомплектованы средствами радиосвязи. На каждом танке, в каждом самолете, на каждой позиции была радиостанция. По компактности, весу, удобству и простоте эксплуатации, по экономичности потребления электроэнергии РБМ превосходила все известные импортные аналоги. Ее назовут лучшей радиостанцией Великой Отечественной войны. На вооружении Красной и Советской армии она простоит до 60-х годов. Не случайно разработчики РБМ Митцнер и Беляев позже получат сталинскую премию, а Левитин, как главный инженер, орден Красной Звезды. Константина Мещерякова и его завод наградили орденом Ленина за образцовое выполнение заданий по оснащению радиосвязью авиации и танковых войск. Еще до окончания войны Мещерякова отозвали из Сибири в Москву. Опыт организации высокотехнологичного производства в дальнейшем сыграл важную роль в его жизни. В августе 1946 года Константина Мещерякова назначили начальником специального управления номер 1 в Дубне, где он возглавил разработку отечественной ядерной установки, мощного ускорителя заряженных частиц. Это станет первым шагом к созданию атомного оружия. Мая 1945 года, после взятия Берлина, рабочие завода «Электросигнал» прямо в цехах по собственноручно изготовленному приемнику «Родина» слушали первый радиорепортаж из Германии. А через неделю из того же приемника узнали о Великой Победе.